Всем здравствуйте! С вами снова я, и хочу сегодня сделать такую вот тему интересную, которая поможет вам определять сильные стороны каждого дома, каждой вашей сферы жизни и слабые стороны, а также через какую планету можно решить проблемы того или иного дома, то есть той или иной сферы жизни. Интересный выпуск будет сегодня. Постараюсь недолго, но постараюсь объяснить вам понятным языком. Итак, как вы знаете, каждым домом управляет какая-то планета, какой-то знак зодиака. Да? Символические управители есть у каждого дома. Управитель дома фактически, да, как бы он называется диспозитором. То есть, если у вас, допустим, первый дом попадает в любой знак зодиака, да, вот планета, которая управляет этим знаком зодиака, и будет диспозитором этого дома. Диспозитор дома передает качество планеты в виде прямого потенциала. Это качество, которое заложено в доме априори, оно активно, оно обязательно хочет проявиться, да, как бы, и более того, обязательно проявится. А вот как оно проявится, это уже зависит, описывает сам знак как бы, этого диспозитора. Да? То есть, если, допустим, асцендент у вас попадает в Стрелец, да, то у вас планета-диспозитор асцендента – это Юпитер. А вот где стоит этот Юпитер в вашей натальной карте, как раз вот и будет описывать то, какое качество как бы будет насыщена как бы ваша личность, да, именно вот так вот. Также есть такое понятие, как и оппозитор дома, да, как бы это та планета, которая как раз является оппозитором. Та самая болезненная, триггерная такая точка дома, крайне чувствительная к внешней оценке качества этого дома, да, как бы мы сейчас говорим в общем, да, не обязательно о первом доме, мы как бы говорим о любом доме из всех 12 домов карты, да. И вот когда рассматривается оппозитор, да, кажется, как будто бы дом этого качества не имеет, наоборот, да. Но в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев с этой планетой как раз и связаны самые серьезные такие вот проблемы дома, которые маскируются гипертрофированной планетой-диспозитором. То есть то, о чем я как раз вам всегда и рассказываю, да, что очень часто, допустим, нам кажется, что человек одного знака зодиака, да, ведет себя в соответствии с одним знаком зодиака, но на самом деле у него в этой сфере противоположный полностью знак зодиака. И как раз вот это вот и говорит о том, что человек по этой тематике, по этой сфере дома, он сваливается в противоположный знак. И вот это как раз и объясняется тем, что у него очень сильный оппозитор этого дома. Понимаете? И как раз вот и говорится, что просто гипертрофированный диспозитор, он сваливается в оппозитор, да, вот как бы так. Ну, человек вот как бы настолько к этому поведению такому вот и шаблонам своего поведения привыкает, и настолько, что не замечает просто того, что он сваливается в качество противоположного дома или противоположного знака. Действительно начинает думать, что у него с качествами того дома как бы все нормально, никаких как бы изъянов у него там нету, как бы. И увидеть себя со стороны, понять, в чем у тебя как бы пробел, да, как бы очень бывает сложно. Также вот, если на примере смотреть, да, то тот же самый асцендент Стрельце, да, у него оппозитор Меркурий. И Меркурий может тоже стоять в любом из
знаков, да, этой карты, как бы в любом из домов этой карты. И вот как раз по планете Меркурия мы можем увидеть, что нам все-таки мешает раскрыть нашу личность, наш первый дом, как бы, да, в какие качества мы можем все-таки сваливаться и этого не замечать. Как говорится, мы будем думать, что у нас все окей, но на самом деле, допустим, если тот же самый Меркурий стоит там, допустим, где-то в Овне стоит, то мы будем не замечать, что мы порой очень резки в выражениях, в словах, да, очень смелые такие вот, можем там употреблять, допустим, ненормативную лексику или что-нибудь такое говорить, что люди нас потом в штыки воспринимают, да, а мы за собой этого не замечаем. Для нас это окей, типа нормально. Вот как бы так. И наш как бы Юпитер будет думать, что это часть его личности просто, что он настолько вот как бы просто смелый, да, такой вот оптимистичный, что ему за это ничего не будет. Но на самом деле это у него работает просто тот же самый Меркурий, допустим, в Овне. Вот как бы так. И такое же, поэтому и существуют вот такие вот, скажем так, ошибки, да, оценки внешнего портрета, когда вот на самом деле не совпадает. То, что я и говорю, что кажется, что человек вроде бы ведет себя так, на самом деле у него в карте другое. И вот именно из-за этого, из-за этих несостыковок такое происходит. Также есть такое понятие еще. Это все, кстати, выходит из понятий силы и слабости планет. Да? Вторая, как бы по силе своей уровень, да, как бы качество планеты в доме, в знаке, да, это элеватор. По поводу элеватора я вам уже когда-то, уже не помню сейчас в каком видео, я упоминала, что термин элеватор карты используется по отношению к той планете, которая ближе всего к самой верхней точке гороскопа, к МЦ. И считается, что качество этой планеты, через качество этой планеты можно вывести всю карту, как бы, ну, то есть вытащить ее из любых перипетий жизненных. И самая близкая планета по знакам, да, как бы к МЦ, будь то она прошла МЦ или еще не прошла МЦ, да, как бы по своему пути. Вот самая близкая планета считается планета элеватором карты. Но такое же понятие существует еще и для отдельного каждого дома. Поэтому как раз элеватором дома, домов посвящено это видео, для того, чтобы понять, какая планета может вытащить, как говорится, как подъемный кран, да, ту или иную вашу сферу жизни, в которой вы ощущаете какие-то проблемы. И вот получается, что планета, развивая принцип которой, задается вектор для развития диспозитора. Как правильно развивать эту сферу, через какие качества какой планеты, да, лучше всего вот двигаться. И вот получается, что система символических управителей домов, символических диспозиторов домов, символических оппозиторов, символических... Я еще вам буду рассказывать про хумелеров планет. Вот эта система показывает, как правильно должно быть, как в идеале должно быть, да. Но, естественно, мы как бы заложники немножечко своих карт, и у нас планеты стоят в разных домах, в разных знаках рассыпаны по карте, да, и обладают разными качествами. К этому мы чуть позже подойдем, как этим пользоваться. И вот чаще всего в знаке качества планеты элеватора представлены в лучшем виде, да, как бы
знак планеты элеватора показывает, через какие качества будет развитие сферы дома правильным, а не хаотичным или по наитию, да, как нативу кажется, в каком направлении ему нужно двигаться. Да? И точно так же, вот как по силе слабости планет, вот как планеты есть в экзальтации, да, вот эти планеты как раз являются планетами-элеваторами для этого дома. А те планеты, которые не в оппозиции, а в падении, то есть не в изгнании, а в падении, вот планеты-оппозиторы — это те, которые находятся в изгнании для этого знака, для этого дома. Да? А планеты-хумиллеры, они это те планеты, которые находятся в падении для этого знака или для этого дома. Хумиллер — это вот как раз самая такая интересная планета, да, ту, которую как раз таки чаще всего и не замечает натив, но пространство, общество, как бы они требуют и напоминают постоянно, что это слабое звено. Вот Хумиллер — это качество этой планеты, да, Хумиллера, постоянно вносят какую-то смуту и сумятицу. Это чаще всего осознаваемые нативом слабые звенья этого дома или этого знака, которые проявляются тогда, когда натив теряет бдительность или контроль над этой как бы слабостью, над этим местом, над этим слабым звеном, да. И как бы вроде бы как есть возможность выруливать из этих ситуаций, как раз вот это вот решением, да, как бы этих проблем, когда наводится такая вот какая-то непонятка, когда натив сам осознает, что он потерял бдительность и натворил делов, да, как бы он старается это все замаскировать быстренько планетой-диспозитором, которая у него управляет как бы этим домом, качеством и шаблоном поведения которой он привык как бы в течение жизни и с успехом использует это все, да, как бы на автомате просто, по наитию это все делается. Но вне зависимости от того, как бы осознаются эти проблемы или не осознаются, да, как бы эти слабые места у натива, пространство, как я уже сказала, все равно будет напоминать про необходимость проработки этой планеты Хумиллера. Будет требовать проявления качеств этой планеты на более таких высоких энергиях ее проявления. Вот как бы так. И поэтому как бы качество каждой планеты в идеале, да, как бы мы уже знаем к этому времени, мы уже разбирали, да, и мы также есть отдельное видео, какие низкие проявления как бы этой каждой из планет, да, к чему не надо стремиться, от чего наоборот нужно бежать подальше. И я бы хотела предложить вам такой вот, я просто думала, как бы организовать это занятие, чтобы показать вам на примере, как это работает. Потому что относительно знаков все прекрасно знают, да, какая планета в каком знаке как бы падает, сгоняется или наоборот экзальтирует. Вот все прекрасно знают эти все таблицы силы и слабости планет в знаках, да. Но тут же как бы механизм работы, да, как бы относительно домов, для того, чтобы понять, как разбирать относительно домов. Можно сказать, что дома как раз, да, сетка домов, она и определяет нашу уникальность, нашу непохожесть на всех остальных, и она как раз определяет вот нашу событийность, да, как бы нашей жизни. И эти все сценарии, которые будут проигрываться в нашей жизни. И как бы я вот как бы думала по поводу того, что хочу вам сделать сейчас демонстрацию экрана и показать на примере карты
Анастасии Волочковой. Показать вам и объяснить, почему такая скандальная личность, отчасти, да, скандальная, скажем так, ее внешняя личная жизнь и вообще как бы социальная жизнь, почему у нее все-таки есть успех, причем успех и в личной жизни, несмотря на многократные различные романы, да, как бы, и успех, в принципе, ее популярности. Почему вот так вот происходит? И вот, как бы, если руководствоваться этой табличкой, так, я тут приготовила такую вот табличку, схему, где я расписала, какая планета будет элеватором в том или ином доме, какая планета будет оппозитором или хумилером, а какая будет нейтрально тут проигрываться. И давайте, ну не знаю, давайте хотя бы разберем ее личную жизнь, ее романы, да, как бы. Время рождения Анастасии я как бы не нашла точного времени в интернете. Не совсем понятно, какое у нее время, но я нашла со слов ее матери, было сказано, что она родилась в 10 утра 20 января 1976 года, она в Санкт-Петербург. Но судя по карте и судя по ее биографии и по событиям ее жизни, как бы я так крутила немножечко, чуть-чуть ее карту, да, туда-сюда немножко, и вот все-таки остановилась на времени 9:53 утра, 9:53-54 утра. И вот такая вот карта. Вроде бы все тогда совпадает и относительно ее дочери, и относительно ее отца, отношений с матерью, все тогда совпадает. Будем рассматривать эту карту. Так, и смотрите, если рассматривать ее личную жизнь, это я просто показываю на примере, но вы, чтобы вы уловили логику рассмотрения, да, как пользоваться этими элеваторами и, допустим, оппозиторами, хумилерами этой карты, да, как для себя вычислять вот эти вот слабые звенья в каждом доме и как ими пользоваться, как их понимать вообще. И вот смотрите, почему, давайте посмотрим, почему она все-таки популярна, несмотря на как бы ее скандальную репутацию такую, да. У нее асцендент в Водолее, диспозитором этого первого дома является символическим, да, как бы символическим является Марс, потому что это дом Овна, но фактическим диспозитором у нее является Уран все-таки. И мы смотрим, куда попадает Уран. Уран у нее попадает в 8-й дом, в Скорпион. Уран находится тут в экзальтации, то есть он очень сильный. Он в Скорпионе и в доме Скорпиона, что самое главное, очень сильный. То есть сам по себе по знаку и еще и по расположению очень сильный. Так, дальше смотрим. Смотрим, что у нее попадает на МЦ. То, что я и говорила, да. Есть понятие элеватор всей карты, а есть понятие элеватор всего, ну, дома какого-то отдельно взятого. И вот получается, что у нее на МЦ как раз стоит элеватор ее карты. Нептун. Нептун в Стрельце. Эссенциально он сильный, эксцидентально он тоже сильный, потому что акцидентально это угловой дом, и вообще точка МЦ самая, как говорится, такая мощная для него. И смотрим,
каким домом управляет этот Нептун. Фактически он управляет вторым домом, домом денег, талантов, да, своих ресурсов каких-то. Но еще смотрим, элеватором какого дома он является. А Нептун у нас является элеватором дома Водолея, 11-го дома. 11-й дом у нас как раз и отвечает за популярность. Он у нас отвечает за группы людей, а она всегда работала в коллективах и группах, да. И получается, что ее все-таки 11-й дом вытягивает. И этот же Водолей у нее на асценденте. То есть он является, этот Водолей, первым домом у нее. Получается, что ее личность как бы автоматом вытягивается наверх, на самую высшую точку гороскопа. То есть действительно она становится популярной. А еще и сам по себе знак Стрельца, он как бы расширяет, увеличивает экспансию, делает, да, как бы этой личностью всех остальных. Несмотря на то, что как бы карьера у нее, ну, по карьерной лестнице, что она может как бы достичь? Особо ничего, да, в своей как бы профессии, но тем не менее ее этот элеватор первого дома, видите, как элеватор первого дома у нее является Нептун, и поэтому он вытащил ее. Потом, смотрите дальше, тут же рядом с этим элеватором дома, как бы на МЦ, еще рядом стоит Венера. Венера у нас является элеватором какого дома? Венера у нас является, согласно этой схеме, вот тут вот видите, розовым выделено элеватор, желтым диспозитор. Венера у нас является элеватором знака Рыб или 12-го дома. Двенадцатый дом у нас как раз тоже является за популярность и за богатство вообще, в принципе. И сама по себе Венера, она тоже отвечает у нас за достаток, является символическим управителем второго дома. И смотрите, получается, что оба управителя второго дома, и символический, и фактический, да, как бы фактически у нас Нептун, символически Венера, да, очень близко к МЦ, являются чуть ли не оба элеваторами всей карты. И плюс как бы Венера является фактическим элеватором 12-го дома, отвечающего за популярность и за искусство. Потому что этот рыбий дом очень творческий, и как раз вот балетное искусство как раз вот и объясняется этим всем, да. Так, давайте еще дальше посмотрим. Это то, как объясняется, да, ее популярность, несмотря на ее род деятельности вообще. Ну и то, что Уран, как бы сильный управитель асцендента, в знаке своей как бы экзальтации, это тоже имеет тут большое значение, важное такое. Ну и давайте посмотрим еще 5-й дом, который отвечает за романтические отношения. Те отношения, которые, скажем так, отношения любовного плана, неофициальные, да, как бы. Почему все-таки, несмотря на то, что она скандальная личность, у нее все равно все окей. И много было как бы у нее поклонников, причем богатых поклонников. И в принципе она в этих всех отношениях была сама для себя в принципе счастлива. Да, как бы не было никаких трешовых ситуаций, несмотря на то, что у нее Плутон очень сильный, да, как бы, хотя все боятся этого Плутона. Давайте посмотрим, почему же так. Смотрите, фактически управитель, Куспид 5-го дома у нее в Близнецах. Фактически управитель 5-го дома это у нас Меркурий, который находится в первом доме ее, как раз рядом с асцендентом, да, и он еще и ретроградный. Меркурий Водолей, в знаке Водолея, да, как бы достаточно сильный. Но он ретроградный, как раз вот и показывает, что он
ведет себя не совсем адекватно, как бы резко, да, нестандартно он ведет себя. Вспоминаем, да, что первый дом – это дом Овна. Это очень смелый такой дом. Как раз вот этот Меркурий, он и показывает, что о своей личной жизни, как бы вся ее личная жизнь, она полностью на виду. И причем она сама о ней рассказывает, да еще и рассказывает в таком виде по-водолейски, эксцентрично, да, рассказывает. Она не стесняется этого всего. Очень свободно вот так вот. Причем Меркурий как раз вот во Овновском первом доме ретроградный объясняет, что она может выражать свои мысли очень смело, она может употреблять какие-то неприятные фразы кому-то, да, как говорится, резать правду матку теми фразами, которые неприятны для окружения, для всех, да, как бы вот так вот. Так, давайте дальше смотреть. Фактически, в идеале, да, элеватором пятого дома. Вот сюда смотрим. Элеватор пятого дома – это у нас Плутон. Вот так вот я приближу ее, да. Пятый дом, Плутон у нас. Где у нас Плутон? Плутон у нас находится в 8-м доме, в Весах, да. Он тут акцидентально очень сильный, да. Эссенциально в Весах он слабый, но он все равно сильный, потому что он стоит на своем месте. И смотрите, о чем это тоже говорит. Когда планета, допустим, акцидентально сильная, а эссенциально по знаку стояния она слабая, да, и это получается, это положение, оно поколенческое у многих, да, у большого количества людей Плутон в Весах, да. Это говорит о том, что сама по себе Анастасия, у нее слабо проявлены эти качества платонианские, да, то есть она не нацелена, допустим, там, не знаю, как бы задатков бизнесмена, допустим, у нее не такие классные, не такие крутые, да, как бы нет вот этой логики такой бизнесовской какой-то, да, у нее слабо они как бы развиты у нее нет, допустим, своей личной какой-то мотивации кем-то там управлять, да, как бы кем-то там, не знаю, манипулировать или еще. То есть вот этих плутонианских таких вот качеств у нее своих личных, натуральных, они у нее слабо развиты. Но положение Плутона в доме своего управления, в 8-м доме, это плутонианский дом Плутона, да, говорит о том, что она интересуется этими темами, то есть свои качества у нее слабо развиты, но ей интересны, ее интерес там проявлен в 8-м доме, и она действительно интересуется чужими деньгами, да, людьми, которые достигли каких-то больших, высоких материальных вершин, которые имеют большую власть какую-то над другими людьми, да, как бы она интересуется той же самой такими эзотерическими вопросами судьбы, там, кармы какой-то, все. Это тоже у нее есть. Да, она сама это, допустим, не занимается этим, но тем не менее у нее есть проявленный интерес к этому. То есть она руководствуется этим всем. Вот так вот. Так, дальше смотрим. И вспоминаем, да, мы смотрим сферу 5-го дома романтических отношений. И Плутон у нас тут в данном случае является элеватором 5-го дома. Это о чем говорит? Как у нее это проигрывается? И то, что он акцидентально сильный, да, по дому, это проигралось как раз тем, что у нее все поклонники достаточно обеспеченные люди, очень сильно, я бы сказала, обеспеченные люди, причем по весам симпатичные, ухоженные, следящие за собой, галантные, красиво ухаживающие за ней по весам, как раз, да, и как раз вот, несмотря на то, что постоянная смена партнеров, да, элеватор этого дома как раз и вытягивает эту сферу отношений. То есть
Никто ее там, не знаю, по морде не побил за то, что она там меняет или еще что-то. Никто ее никогда не упрекнул в том, что она там, не знаю, корыстная, допустим, встречается с кем-то только из-за денег или еще что-то. Никто ничего ни разу, понимаете, как бы никто не сказал, что нет, вот там в обмен на что-то, на какие-то интимные услуги. Понимаете, вот так вот вытягивает элеватор этого дома эту сферу, когда он в сильном для себя акцидентальном положении стоит. Так, смотрим дальше. А давайте же посмотрим тогда слабые как бы планеты, да, те, которые, как говорится, подсыкают, да, эту сферу дома. У меня просто тоже Марс в Близнецах, поэтому я тоже иногда употребляю такие словечки. Так, ну, астродоктор Фил вообще там жжет по сравнению со мной. Так, дальше смотрим. Планеты... Ой, сбилось все. Планета-оппозитор у нас 5-го дома. Кстати, мы еще не... да, не будем мы это смотреть. Планета-оппозитор этого дома 5-го у нас по схеме, да, это у нас черненьким выделено. Для Львовского дома это у нас Уран, да? А Уран, как мы уже выяснили, у нас тоже в сильном положении для себя. Он тоже находится акцидентально сильный. И в знаке своей экзальтации он тут находится. И поэтому вот этот Уран, он тоже хорошо портит эту сферу. А как он портит эту сферу, да? Каким образом? А он, получается, как раз вот делает вот эту вот квадратуру на 1-й дом, да, как бы делает ее личность как раз вот в этом плане и делает скандальную, да, личность из нее, непредсказуемую какую-то, взрывную какую-то такую, да, и непостоянную, и как раз вот Уран и делает из нее такую личность, которая постоянно меняет партнеров в этом плане и требует какой-то свободы постоянно, да, и причем по Скорпиону, тем, что Уран в Скорпионе, она не боится бросить тех, кто хоть кто-то что-то сделал для нее непредсказуемое и неприятное, понимаете, то есть она не боится очищать свою сферу личной жизни по Скорпионе, очищать, да, от того, что неприятно, что себя отжило. И поэтому вот так вот оно и работает. То, что она отказывается от того, что ей не нравится, как раз несет, как бы проигрывается в виде дурной славы о ее личности. И, естественно, ей потом приходится этим Меркурием работать, да, как говорится, отдуваться за это все, объяснять вдруг, что какие-то вот эти все истории такие скандальные. Ну вот как бы так, это все выливается просто наружу и высвечивается, да, под лучами солнца этот Меркурий. Это все становится, придается огласке, как говорится, публичным становится. Ну а так как солнце у нас в 12-м доме, то это как раз дом, как говорится, желтой прессы, популярности, кинематографа, искусства, там под различными соусами это все преподносится, и все становится ярко и публично. Так, и как же, допустим, что нужно делать, да, если мы, допустим, выясняем, что у нас вот такая вот планета очень так нехило, да, сильно прямо портит как бы жизнь, да, но с другой стороны она-то сильная тут. То есть она, получается, теоретически она как бы портит, но портит как бы так немножко творчески, да, интересно, тем более это сам Уран. Вот как-то так интересно получается. Но она портит все равно. То есть ей как бы эта порча, да, как бы этого 5-го дома, сферы ее личной жизни, она как бы тут проигрывается как же есть такое выражение, как антипиар. Вот примерно так это срабатывает у нее. Так, следующая планета Хумилер, да, Хумилер до 5-го дома, это у нас вот синеньким, это Нептун.
А Нептун, как мы уже выяснили, да, в начале, Нептун это у нас элеватор вообще всей карты. И причем в сильном для себя положении, да, как бы и как раз вот на границе 10 и 9 домов, да, но тем не менее немножечко все-таки в 9. И получается, это, как мы уже говорили, это те качества, которые нативу приходится более-менее как-то контролировать и бдить, да, как бы, то есть это те качества, которые проявляются явно, и их видно только тогда, когда ослабевает контроль нативом этих качеств. И это случайно, как говорится, прорывается это все, да, как бы наружу. Но старается человек все-таки это как-то так прятать, знает, да, что в этом есть косяк у него, но старается прятать. И вот в чем же у нее есть косяк, но она его немножко прячет, да. Нептун это что у нас? Это у нас размытость, это у нас может быть вот такое вот поведение, да, какое-то, когда нет какой-то конкретики, есть увиливание от каких-то ситуаций, да, это когда человек не берет ответственность за что-то по негативным качествам, да, Нептуна, если смотреть. Но с другой стороны, это и творчество, это и духовность какая-то, это что еще? Это гуманность какая-то, да, милосердие, вот что-то такое. Ну вот она, допустим, как она объясняла, да, в видео Шурову объясняла, что у нее есть определенный недостаток, она сама об этом заявила, что она слишком доверчивая, вот. И вот Нептун, кстати, одним из таких вот качеств, да, тут он получается в Стрельце, и получается, что он как бы эссенциально он сильный, да, но для нее, для ее личной жизни он проигрывается отрицательно. И вот получается, что у нее есть такое качество, которое положительное качество, но которое играет ей в минус. Это вот как раз доверчивость и непостоянство, размытость и неконкретность по Нептуну, да. То есть она это, может быть, и сама осознает, что у нее есть такой вот бог, да, такой вот минус в отношении личной жизни. То есть вот эти вот все романы, сменяющиеся постоянно, да, может быть, она сама себе и часто задает вопрос, да, как бы только себе она и может признаться в этом, что а результат-то какой, если ориентироваться на то, что 10-й дом, да, МЦ, как бы Козерог уже, да, нацелены на получение результата, на какую-то ответственность и конкретику, да, а у нее здесь тут Нептун этот размывает как раз вот это вот все. И получается, что недостатком, да, этого в 5-м доме, минусом, да, как бы слабым звеном таким вот, является то, что нет результата, ради чего это все, да, какая цель того, что она меняет, да, как бы мужчин, вот эти все романы, какая цель того, что ее личная жизнь становится публичной какой-то. Вот какой результат из этого всего? Вот в этом получается, что нету как бы никакого результата, да, в этом как раз и есть вот это вот слабое звено этого всего, что может быть, если бы был какой-то результат, оно бы было бы по-другому, отражалось бы в натальной карте по-другому это все тогда. Ну, вот как бы так. Вот так вот и анализируется. А если проанализировать, допустим, ее 7-й дом, да, сферу отношений, ответственных официальных отношений, допустим, то тут можно посмотреть, да, 7-м домом у нас фактически управляет Солнце, да. Солнце у нас в падающем положении, в 12-м доме, в падающем доме. И оно у нас тут практически уже в Водолее, но в 30 градусе Козерога все-таки. И получается, что оно тут тоже в слабом для себя положении. И смотрим, что бы могло вытащить этот 7-й дом, что является элеватором 7-го дома, весовского дома, дома отношений, да, договоренностей. Элеватором 7-го дома является у нас Сатурн. Сатурн у нас тут недалеко от десцендента,
тоже в 30 градусе делает оппозицию к управителю фактического 7-го дома. И получается, что элеватор 7-го дома, он является оппозитором самого диспозитора, понимаете, фактического диспозитора. Но прикол в том, что если взять символический управитель 7-го дома, а это весы, весами управляет Венера у нас, да, и Венера у нас тут тоже как бы в Козероге сильная. Эссенциально она в родственной для себя стихии, как бы в родственном для себя доме, да, как бы, но Сатурн изгоняет в 6-м доме эту Венеру. Изгоняет фактического диспозитора 7-го дома. Вот как бы так. Оно и соответствует этому всему. Так. И Сатурн у нас эссенциально, он у нас тут слабый, он в раке. Поэтому у нее те качества, которые могли бы ее вытащить, да, так как он тут элеватор 7-го дома, он бы мог ее вытащить, да, и обеспечить ей официальные какие-то брачные отношения, там все. Но он тут эссенциально слабый. У нее просто натурально как бы эти качества очень слабые. Качества Сатурна не развиты. То есть ответственность, какая-то дисциплина, хотя он тут стоит в 6-м доме, и получается, что он работает на 6-й дом. На шестом доме он как бы нормально себя проявляет, но в плане 7-го дома он изгоняет как бы оппозитора карты 7-го дома. Мог бы вытащить, но он тут слабый. Так, что тут у нас портит 7-й дом? Давайте посмотрим. Хумелер 7-го дома у нас тут Солнце и оппозитор Марс. Марс у нас акцидентально слабый, эссенциально он как бы нейтральный. То есть ничего не портит особо так прям сильно, да, ей сферу 7-го дома. Солнце, Хумелер у нее слабый. То есть выводы такие, что она бы, если бы хотела, она бы была бы в браке. Но получается у нее Солнце, да, вот этот Хумелер, то, что она осознает и контролирует, да, допустим, но она знает, что это ее слабость какая-то, что в этом ее минус какой-то. То есть Солнце у нее направлено на уединение, потому что это 12-й дом, и оно уже почти что в Водолее, да, как бы. И получается, что Солнце тут является элеватором 1-го дома ее. Получается, что как бы одиночество ее как бы вытягивает из этого всего, вытягивает из дома, из сферы отношений, и как бы зато оно вытягивает ее как личность, как популярность ее вытягивает, вот это вот все. Но она просто не хочет, ей как бы так комфортнее получается по вот этой всей ситуации. И Сатурн, видите, как бы у нее нету вот этого чувства долга, что должно быть все как бы традиционная семья, там должен быть муж, там дети, вот это все. Вот ее это все как бы нету такого вот ее чувства долженствования. Ну вот как бы так. То есть у нее дисциплина есть тут, но дисциплина у нее тут только в отношении как бы наемного какого-то труда. Но в принципе, видите, как бы как она, как наемный работник, да, у нее в основном более такая творческая сфера была. И получается, что оно ее как бы немножечко спасало, это все. То, что у нее сфера искусства.
Но зато в плане, вот, допустим, диеты, допустим, да, питания, каких-то регулярных упражнений, этих всех тренировок у нее, да, Сатурн тут вытягивал. Но опять-таки карта неточная. Он, скорее всего, тут работает у нее уже на 7-й дом. Вот если вот так вот прокрутить, если его сюда поставить уже в 7-й дом, то получается, что время 9:46, еще меньше. А по словам ее матери, 10 утра было. Как бы, и у нее мать, у матери тоже проявлены очень сильно черты качества девы. То есть это человек очень точный, дотошный, да, как бы. И трудно сказать, что мать, допустим, могла ошибиться в меньшую сторону настолько прямо, да. Хотя, кто его знает, целых 15 минут примерно, да, ошибка, непонятно. Ну, в общем, где-то вот так вот у нее такая вот карта. Скорее всего, Сатурн тут у нее работает уже и на 7-й дом. То есть и Солнце работает и на 12-й, и на 1-й, и Сатурн тут работает и на 7-й, и на 6-й дома. Вот как бы так. То есть вот такой вот анализ. То есть если бы она хотела, она бы была бы в браке. Очень много у нее было поклонников, и причем по Плутону неплохих, да, по элеватору этого ее 5-го дома. И она бы могла бы быть в браке. И у нее были и попытки, как бы, да, но до ЗАГСа у нее как бы особо так прямо и не доходило с некоторыми. То есть вот как бы так. Так. Я еще что-то интересное смотрела. Угу. Марс. Марс у нее оппозитор дома отношений. Марс у нее акцидентально слабый. То есть он не особо так ей портит это все, но тем не менее, вот что значит портит отношения, да, те, которые рассчитаны на долговременное какое-то, долговременные отношения, да. Марс это у нас импульсивность, это у нас действия какие-то грубые, да, вот что-то такое. И получается, что, ну и плюс это и эгоизм, и эгоцентризм какой-то, да, трудно как бы, тем более он в близнецах, трудно договориться. С Марсом в близнецах с человеком как бы трудно договориться, и он может быть действительно колкий на язык, причем он тут ретроградный у нее. Ну вот как бы так, потому у нее конфликты и с матерью есть, и нет вообще... Марс в 4-м доме у нее тут проигрался как двойной инсульт у отца, который не слышит и который не ходит. И вот у нее вот такой вот есть, так вот проигрывается это все. Так, ну вот как бы так, что еще я хотела тут рассказать вам. В общем, оппозитор и Хумилер, вот эти вот как бы планеты, которые означают оппозитора в карте, в доме точнее, и Хумилер, они помогают определить, каких качеств человеку не хватает или какие качества человек не замечает у себя вообще, да, и не понимает, что у него отсутствуют эти качества как бы по этому дому конкретно. И можно через лучшее изучение этих планет, через качество этих планет, причем лучше изучать от низких энергий, да, до средних и до высоких энергий, потому что, чтобы выйти, как говорится, на нормальный уровень, подтянуть тематику дома, надо, получается, выводить эту планету, оппозитора или Хумилера, на высокие энергии. То есть вот если, допустим, брать историю с Нептуном у нее, да, который является у нее Хумилером 5-го дома, да, то, что я уже говорила, и доверчивость, и размытость, непонятность, неконкретность какая-то,
то есть ей надо направить это все, ставить себе какие-то цели и идти к этим целям, да, по Козерожью, так как если уже Нептун у нее попадает в тематику 10-го дома, он у нее тут элеватор вообще всей карты, ей надо научиться вот этим вот Козерожьим качествам, да, ответственности, результативности какой-то, планирования какого-то, и ее окружение, как я поняла из интервью, оно ее немножко этому всему учит, да, и вот с возрастом она уже начала это все понимать, начала уже включать вот эти вот качества и бизнесмена, да, как бы и распорядка какого-то, и планирования, то есть вот у нее уже начинают пробиваться эти качества потихонечку, поэтому как бы у многих людей вот таких вот, да, с возрастом, когда они начинают уже осознавать эти все косяки, потому кто-то уже потом все-таки приходит к тому, что и можно и брак заключить, оказывается, есть вокруг такие вот люди, которые нам подходят и для брака, и для личной жизни, а в молодости почему-то мы таких людей не видели, хотя они же как бы если дожили до зрелого возраста, значит же они где-то были, и причем в таком же соотношении эти люди вокруг нас были, да, просто мы не замечали, потому что мы сами не обладали этими качествами в том возрасте. И вот так вот постепенно, когда человек начинает осознавать эти все недостающие ему качества, да, для конкретной сферы жизни, он начинает их в себе прорабатывать, интересоваться, да, и начинает обращать тогда внимание на других людей. Вот так вот. Те люди, кому, допустим, везет сразу, допустим, да, и видят, ну вот есть у меня еще карта, можем открыть тут другая карта, вообще другая ситуация тут, да, и тут вот, если тоже сравнивать, допустим, с тоже сферу личной жизни, да, романтических отношений с картой Волочковой, то тут вообще другая ситуация, да. Тут фактически управитель 5-го дома это у нас Юпитер. Юпитер у нас, и смотрим, да, сразу, кто у нас тут является элеватором 5-го дома. Элеватором 5-го дома у нас является Плутон. А Плутон у нас где? А Плутон у нас тоже в весах тут, в 4-м доме. В весах он, как я уже говорила, слабый, но у Волочковой он был в 8-м доме, он акцидентально там сильный, а тут, в 4-м доме, он тут находится в знаке своего родства. Так, Плутон тут для 4-го дома, он у нас тут в знаке дальнее родство. Дальше смотрим, да? Как бы он слабый, элеватор для этого дома, он слабый сам по себе. Плюс он еще и соединяется с Сатурном в 4-м доме. Сатурн у нас тут кто для 5-го дома? Он у нас тут оппозитором является. Вторым оппозитором наравне с Ураном. И получается, что Уран, первый оппозитор 5-го дома, соединяется с диспозитором этого 5-го дома. Второй оппозитор Сатурн соединяется с элеватором 5-го дома. И причем и Сатурн, и Уран оппозиторы, да, для 5-го дома, они акцидентально в 4-м доме, они тут слабые, они тут в знаках своего изгнания. И получается, что даже антипиар тут человеку не поможет наладить личную жизнь, допустим, да. Так, и давайте тут посмотрим Нептун. Нептун для 5-го дома, он тут кто? Нептун тут является хумелером, да, для 5-го дома, синенький хумелер. Так вот, полностью покажу. Синенький круг – это круг хумелеров. Оппозиторы – это черный круг. Элеваторы – розовый круг, а диспозиторы, управители домов – это желтый круг. И вот получается, что Нептун тут для 5-го дома хумелер у нас. Вот так вот. Так, и
он тут же и стоит. Поэтому получается, что та планета, которая, как говорится, подливает масло в огонь, которая подливает мутную вот эту вот воду в эту тематику, она тут же прямо стоит. Да, он тут тоже в стрельце, потому что Нептун по каждому знаку долго идет, да, как это тоже поколенческая как бы планета. Но, тем не менее, получается, что нужно нативу прорабатывать качество вот этого хумиллера, как минимум, да, потому что вот эти вот связки, они и так тут в соединении. Получается, что сильный Сатурн, он подавляет Плутон, элеватор подавляет, э, потому что Сатурн тут по знаку сильный, он в весах, тут он в экзальтации. Получается, что оппозитор очень сильный, да, эссенциально подавляет слабый элеватор. Плюс он на вершине вот этого паруса. Как бы управляет и 11-м домом, и 5-м домом. Делает, как бы, пускает лучи и в ту, и в другую сторону. Ну и тут, да, диспозитор в соединении с оппозитором. Получается, что тут нативу надо прорабатывать качество Нептуна, который находится в слабом для себя тут положении, в падающем положении, да, как бы. А Нептун — это то, что я уже говорила, и доверчивость, и размытость какая-то, непонятность, неконкретность, и в то же время обман, плюс соединение с Луной. Это действительно может быть обманчивость какая-то, наивность у натива может быть тут по отношению к тем, кто по 5-му дому приходит. В оппозиции с Солнцем, да, а Солнце у нас тут как символический управитель 5-го дома. Солнце тут в изгнании находится акцидентально, в соединении еще и с Марсом. Поэтому Солнце тут как бы тут слабоватое, да. Тут и с самооценкой может быть проблематика, плюс еще и вот эта вот наивность. И получается, что вот эту связку для того, чтобы в отношениях личных более-менее как-то что-то налаживалось, надо прорабатывать этот Нептун, качество Нептуна, которое влияет на эту Луну, плюс еще и само Солнце, да, потому что оно тут символический управитель 5-го дома. Ну и прорабатывать вот эти вот связки тоже. Сатурн надо прорабатывать через понятие, кто кому что должен, через чувство долга. То есть он тут сильный, и он делает секстиль к этому Нептуну. И получается, что натив может ошибочно полагать, что с каждым встречным, как говорится, новым каким-то любовником, поклонником возникает какое-то чувство долга. Вот знаете, как девушка знакомится, да, уже на первом-втором свидании ей подарили букет цветов, все, она уже, у нее возникает чувство долга, что она кому-то что-то должна, и неудобно отказать потом на третье свидание, допустим, хотя на самом деле, опять-таки, по этой связке человек может оказываться каким-то абьюзером, либо каким-то, не знаю, неудачником каким-то, ну, в общем, такое, домашним тираном каким-то. И вот как бы так, нужно прорабатывать вот это вот понимание. Дисциплину, да, надо прорабатывать. Может быть, по такому экзальтированному Сатурну в 4-м доме, акцидентально слабом, может быть проявляться гиперответственность и гипердисциплина, но не там, где надо. То есть оно проявляется в домашних условиях, но это все не надо проявлять в условиях личных отношений, да, построения личных отношений. Может быть ошибочное какое-то суждение, ошибочные какие-то эмоции у человека. Ошибаться может в самих проявлениях чувств, допустим, и эмоций по отношению к себе, или в своих эмоциях может человек ошибаться. Вот так вот.
Вот такая вот тема у нас была сегодня. Я эту схему прикреплю ссылочкой к этому видео. Надеюсь, что вам была эта тема интересна, и вы теперь по-другому посмотрите на свою карту, на карты своих родных, близких, да, по-другому начнете работать вообще с картой. Я хотела сказать, что вот попробуйте чисто экспериментально для себя открыть свою карту и выключить вообще знаки, да, или, допустим, поставить вот так вот, как будто бы вы смотрите на свою карту, расположение ваших планет по карте, не по знакам, а по домам. Вот как будто бы у вас первый дом начинается в Овне, да, второй дом в Тельце начинается. Вот так вот попробуйте посмотреть на эту карту. А планеты там же у вас так и стоят. И те же самые аспекты они друг к другу делают. И все. Попробуйте проанализировать свою карту вот без учета знаков, да, в которых они стоят. То есть учитывайте только символический знак дома. И вот так вот попробуйте посмотреть, посчитать, да, кто у вас там получается, в каком доме элеватор, да, какой фактический, какой символический элеватор этого дома, того или другого, и какой он, допустим, он все-таки сильный или он в слабом для себя положении, акцидентально он сильный или он акцидентально слабый все-таки. И посмотрите, да, через какую сферу, допустим, можно проработать, да, как бы тот же самый фумилер или тот же самый оппозитор, допустим, этого дома. Вот именно дом стояния, да, дом, в котором стоит оппозитор, он как раз и указывает, да, через какой дом можно, через какую тематику своей жизни нужно прорабатывать этот оппозитор или фумилер, да, как бы так вот. Я стараюсь говорить не очень громко, потому что у меня уже спят, я тут поздней ночью записываю это видео, поэтому, возможно, вы заметите, что такой голос. Все, ладненько, вроде бы сказала то, что хотела сказать. Если вы сегодня услышали для себя что-то новое, интересное, да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто смотрит еще не подписавшись. И если кто хочет, да, можете... Ой, что же вам такое придумать? В общем, напишите свои впечатления от просмотра своей карты по-новому, по другой теперь схеме, да, по другому, как говорится, протоколу анализа своей карты. Что вы для себя теперь нового увидели в своей карте? Совпадает ли оно с тем фактическим как бы положением дел, как у вас обстоят? Насколько для вас это стало новым каким-то инструментом и открытием анализа карты? Я уже заговариваюсь, потому что уже поздняя ночь, я уже спать хочу, и у меня просто уже идет заговаривание и подбор слов, пытаюсь правильно подбирать. Все, ладненько. Всем спокойной ночи, всем пока-пока.